Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 14 февраля. Поехали! Город Моралес, расположенный в департаменте Изабаль, что на северо-востоке Гватемалы, пострадал от удара торнадо. Однако пока специалисты затрудняются точно определить, что это было – торнадо или вышедший на сушу огромный водяной смерч. Дело в том, что город Моралес расположен неподалеку от довольно крупного озера Изабаль. Это довольно редкое погодное явление в этих местах вызвало панику у многих жителей. Событие произошло около 14 часов по местному времени. В результате ненастья в городе повреждено много деревьев и линий электропередач. Разрушены крыши у нескольких магазинов, полностью или частично разрушено 12 домов. Поваленные столбы линий электропередачи оставили без света 3 района муниципалитета. На текущий момент местные власти сообщили о 60 пострадавших. Погибших в результате инцидента нет. На бразильский муниципалитет Карнаиба обрушился ураганный ветер с дождем. Порывы ветра превышали 27 метров в секунду. За несколько часов на муниципалитет обрушилось 30 миллиметров осадков. Несколько районов и муниципальный стадион были затоплены. Местные жители, кто стал очевидцем этих событий, поделились фото и видео в социальных сетях, как буйствовала стихия. По предварительным сообщениям, несколько домов остались без своих крыш. Была повреждена одна из местных АЗС, поваленные деревья, а также заборы. На данный момент проводится оценка повреждений после прохождения шторма. Оказывается помощь населению. Власти уже к вечеру обещают восстановить электроснабжение. Жертв и пострадавших среди местного населения нет. Страны Закавказья отходят от землетрясений, которые сотрясли регион в воскресенье вечером 13 февраля. В эпицентре удара стихии оказались Грузия и Армения. Подземные толчки ощущались также в Азербайджане. Момент землетрясения местные жители опубликовали в социальных сетях. Подземные толчки ощутили также в Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Сильнее всего стихия ударила по Грузии. По данным Центра сейсмического мониторинга, после первого самого мощного землетрясения магнитудой 6,2 были зафиксированы еще 6 повторных подземных толчков магнитудой свыше 3,1. При этом магнитуда первого афтершока превысила 4,5, и он произошел спустя буквально 3 минуты. Эпицентр находился на глубине 11 километров. После полуночи землетрясения стали меньшей силы. Интенсивность подземных толчков стала падать. Последний был зарегистрирован примерно в 3 часа 35 минут по местному времени. На данный момент проводится оценка нанесенного ущерба и ведутся восстановительные работы. В Бразилии зафиксирована самая большая вырубка лесов в тропических лесах Амазонки за январь. Несмотря на недавние обещания правительства взять ситуацию под контроль, она продолжает усугубляться. Согласно предварительным спутниковым данным Государственного агентства космических исследований, в январе этого года вырубка лесов в бразильской Амазонии достигла 430 квадратных километров, что в 5 раз превышает прошлогодний показатель за этот месяц. Это был самый высокий показатель за январь с 2015 года. Экологи отмечают, что леса расчищаются под ранчо в результате незаконного захвата земли. Высокие цены на говядину, сою и другие товары также повышают спрос на дешевую землю. Подобная ситуация сложилась в Колумбии. Во вторник экологические организации выразили тревогу по поводу резкого увеличения числа лесных пожаров, в которых они обвиняют вырубку леса, чтобы освободить место для животноводческих ферм, плантаций и нелегальных дорог. Сильный дождь с грозой, который прошел в ночь на 14 февраля, стал причиной наводнений в городе Гуаякиле, Эквадор. По сообщениям местных СМИ, дождь длился около 2 часов, и за это время выпало 30 миллиметров осадков. Такого количества вполне хватило, чтобы в некоторых районах высота паводка достигала 50 сантиметров. Часть дорог была заблокирована для движения транспорта. Несколько автомобилей попали в водяную ловушку. В тех районах, которые пострадали наиболее от наводнения, проводится эвакуация населения. Были затоплены многие дома и магазины. Эквадор в этом году уже 3-й раз основательно затапливает. Эти сильные дожди стали причиной схода оползней. Жертв и пострадавших в результате буйства стихии не отмечено, не считая нанесенного материального ущерба. Из-за сложных погодных условий, снегопада и плохой видимости на дороге, в округе Макомб, штате Мичиган,
произошла крупная авария с участием более 85 автомобилей. Трасса 696 была перекрыта в обоих направлениях. Удивительно, но после такой масштабной аварии погибших и серьезных травм не отмечено. Несколько человек получили переломы и ушибы, им была оказана медицинская помощь. На место происшествия прибыли команды спасателей и пожарных. По информации местных СМИ, большинство людей, заблокированных в поврежденных авто, были вызволены. Проезжая часть постепенно очищается от автомобилей. Национальная метеорологическая служба предупредила о продолжающемся сильном снегопаде в некоторых частях Детройта и об опасных дорожных условиях, а также попросили водителей по возможности воздержаться от передвижения на личном автотранспорте как минимум до завтрашнего утра. В Восточной Индонезии в провинции Восточная Нуса Тенгара прошли сильные проливные дожди. Они вызвали серию оползней, реки вышли из берегов. Из-за стихийных бедствий погибли уже 2 человека. Спасатели продолжают поиски еще 4 пропавших без вести. Однако меры по оказанию помощи затруднены из-за повреждения дорог, а некоторые из них заблокированы паводком. Также были повреждены некоторые мосты, дома и транспортные средства. Из пострадавших районов эвакуируют людей. Уровень паводка варьируется в зависимости от района, от 30 см до 1 метра. В наиболее пострадавших районах спасателям пришлось спасать жителей, которые ожидали их на крышах своих домов. Синоптики предупреждают, что на этой неделе муссонные ливни могут снова обрушиться на эти же районы, и на этот раз с ними вместе могут прийти грозы и штормовой ветер. Внезапные наводнения привели к гибели людей и разрушениям в некоторых частях Ближнего Востока после нескольких дней проливных дождей. Сообщалось о смертельных случаях в Омане и Иране, где тысячи людей были эвакуированы. Десятки людей были спасены от наводнения в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Кувейте. Суровые погодные условия также повлияли на районы дальше на восток, при этом сообщалось о наводнениях в некоторых частях Пакистана и Афганистана. СМИ Омана со ссылкой на гражданскую оборону сообщили 14 февраля, что 6 человек погибли в результате наводнения и 20 были спасены в районах вокруг столицы Маската, южной части Аль-Батины и Ад-Дахилии. Согласно данным местных СМИ, в вилаяте Бавшар в Маскате всего за несколько часов выпало 55 мм осадков. И это при том, что в султанате за год обычно на равнине выпадает не более 130 мм. Вулкан Сакурадзима, который расположен на полуострове Асуми в японской префектуре Кагасима, со вчерашнего вечера произвел серию извержений. Камеры видеонаблюдения сняли момент извержения, во время которого произошел выброс лавы. Пепловая колонна поднялась на высоту более 3400 метров. По данным местных СМИ, выбросы лавы, а также фрагментов раскаленной полурасплавленной породы разлетались на расстояние от 800 до 1100 метров. Из кратера вершины было видно какое-то время свечения. За время активности вулкана зафиксировано 26 вулканических землетрясений и 13 подземных толчков. Воздействие вулканических бомб и пирокластических потоков могут затронуть область на расстоянии около 2 километров от кратера. Под влиянием ветра пепел распространился на юго-восток от вулкана. Огонь продолжает опустошать сотни гектаров в аргентинском городе Корриентес, несмотря на все усилия команд пожарных, самолетов с гидрантами, а также добровольцев, которые неустанно работают над устранением вспышек возгораний, а они объявляются ежедневно. Ущерб, нанесенный пожарами и продолжительной засухой, трудно оценить, поскольку количество гектаров полей и лесов, уничтоженных пламенем, увеличивается с каждым днем. Согласно отчету пожарных служб, сожжено уже 519 тысяч гектаров. Пожарные из Кордовы и Мендосы были добавлены к членам бригад национальной системы управления пожарами. Сильные ветры и не по сезону высокие температуры способствуют быстрому распространению огня. Из-за пожаров временно закрыта самая длинная автомагистраль страны. На севере страны горят леса и сельскохозяйственные угодья. Погасить возгорание не удается ни с земли, ни из воздуха. Стихия нанесла огромнейший ущерб, и синоптики пока не прогнозируют дожди. За сутки на Земле произошло 125 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,7. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 9 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Торты Акзамова отличаются особой роскошью и качественным исполнением.
Его творения уникальны. В одном из интервью кондитер отметил, что над каждым шедевром работают около 200 человек. Люди устали от искусственных сливок, поэтому я пытаюсь добиваться домашнего вкуса. То есть это будет максимально домашний, вкусный торт, снаружи современно оформленный. И получается эффект двойной волны. Сначала внешний вид, а затем вкус. При создании тортов перед кулинаром не имеется преград. Это конструкции с шоколадными фигурками, карамельными бриллиантами, шоколадными лабутенами, логотипами и лебедями. Дети также обожают торты Агзамова, оформленные фигурками персонажей из мультипликационных фильмов. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.